Всем привет! Сегодня я расскажу, как я рисую быструю кошечку для потока. На желтый спонж я набрала белую краску от Diamond и начинаю прорисовывать с носика, иду вверх, делаю челочку у кошки. Дальше я рисую мордочку у нашей кошечки и стараюсь рисовать ее, не заходя за уголков рта, чтобы мой дизайн выглядел эстетично. Чтобы краска мягко ложилась на кожу ребенка, можно белую краску смешать с перламутровым цветом, и у вас получится даже мягкий переход от краски к коже. Далее я рисую ушки нашей кошечки. Спонж я сверху сжимаю, чтобы получились треугольные ушки. Чтобы соблюдать симметрию в вашем дизайне, я рекомендую рисовать одинаковые детали сначала с одной стороны, потом с другой. Свой дизайн я продолжаю рисовать одним спонжем. На край спонжа набираю неоновую розовую краску от Diamond и продолжаю прорисовывать ушки нашей кошечки. Сначала с одной стороны, а далее с другой стороны. Еще раз повторюсь, для симметрии нашего дизайна. Если нам надо создать какую-то определенную форму или очертить края, я использую спонжа край либо угол. Это очень удобно, когда мы прорисовываем какие-то детали в дизайне. Щечки кошечки я делаю также розовыми, чтобы они были мягкими, не такими яркими, и чтобы у них был плавный переход, я растушевываю белой перламутровой краской. Если есть какие-то у меня ошибочки или краска куда-то не туда зашла, я всегда использую влажные салфетки. Ничего страшного я в этом не вижу. Далее я продолжаю прорисовывать челку у своей кошечки. На тоненькую круглую кисть я набрала черную краску от Diamond и, не торопясь, сверху вниз прорисовываю челочку. Прорисовку в своих дизайнах я стараюсь делать сверху вниз. Во-первых, это для меня удобно, а во-вторых, я даю краске сверху подсохнуть и знаю, что в процессе она у меня не сотрется, не размажется неловким движением руки. Ушки нашей кошечки я прорисовываю так, чтобы кончики ушек смотрели в фокальную точку макушки головы. В любом дизайне каждый элемент должен смотреть в фокальную точку. Это надо для того, чтобы наш дизайн был гармоничный. Далее я прорисовываю также второе ушко. Сначала с внешней стороны, продолжаю внутренней стороны и заканчиваю со стороны уха, внешней стороны, и заканчиваю в конце брови, наше ушко. И также второе ушко смотрит в фокальные точки макушки. Следом я рисую, точнее прорисовываю нашу мордочку. Мордочку начинаю всегда рисовать с уголков рта. Именно они для меня являются ориентирами, как правильно и красиво нарисовать мордочку кошечки. Конечно, есть много вариантов, но я люблю именно такой. И также наша мордочка обрамляется, и кончики обрамления смотрят в фокальные точки. Дальше я рисую круглой кистью, тройкой, четверкой, какой вам удобно, в виде сердечка, носик. Я люблю девочкам рисовать носик сердечком. Это и удобно, и быстро, и красиво смотрится. Дальше обратной капелькой я разделяю нашу мордочку и прорисовываю внутренние усики нашей мордочки. Эти усики смотрят в середину разделительной линии. Дальше я решила выделить нашей модели глазки. Рисую глазки в виде капелек. Капельки всегда я рисую 5, 3, 7 штучек. Ни больше, ни меньше. Это и смотрится эстетично. Если мы налепим 6, 8 или 9, 10, это уже будет ляписто и некрасиво. Делаю это синхронно, чтобы рисунок мой был симметричный. Сначала с одной, поворачиваю левой рукой свою модель, с другой стороны рисую. И так поочередно, пока не дорисую все капельки. После того, как я выделила глаза, я дорисовываю нашей мордочки усики белой краской. Усики я рисую всегда либо по 5 штучек с одной стороны, либо по 3 штучки. Начинаю рисовать самую длинную, а потом сверху на уменьшение и снизу на уменьшение. Также я делаю и с другой стороны. Все делаю синхронно.
И как всегда, наши модели я добавляю световые акценты. Световые акценты это у меня блески. И добавляю именно туда, где я выделила наши щечки. И еще губным аппликатором я решила выделить нижнюю губу нашей модели. И, соответственно, ее обвести. И вот такой замечательный дизайн у нас получился. Милая, быстрая кошечка на любой день рождения, на любую вечеринку, на большой поток и другие мероприятия вы сможете нарисовать уже сами. Очень просто и легко. Если у вас, конечно, оставались вопросы, задавайте, пишите под данным видео, либо заходите в Инстаграм, мой профиль. И там тоже отвечаю всем. Всем до свидания и до новых встреч!